Всем привет, с вами Дэн. Как видите, Tanaka-san Shop, а значит посылочка из Японии, а значит там будет что-то интересное. Второй раз уже пользуюсь этим сервисом, быстро пришло, удобно, доступно, попозже чуть более подробно расскажу. Как пользоваться, что и как заказывать. Давайте скорее открывать коробоньку. Так. Давно из Японии ко мне не приходило уже ничего. Прямо аж, можно сказать, соскучился. Так. Все пакеты убираем. Итак, значит, Seika. Это у нас внутрияпонская модель, то есть она продается только в Японии, поэтому заказывать нужно тоже только из Японии. Давайте смотреть, что у нас в комплекте есть. В комплекте есть вот такая вот Seika Astron, и вы уже, наверное, конечно, догадались, что это Seika Astron. Вот такая вот бумаженция. И также инструкция. Вот это механизм 7B62 здесь в этих часах стоит. Так, 7 лет гарантии. Мануальчик на японском и на английском. Ну, значит, разберемся. Ну и, собственно, как всегда, японцы кучу всего. Это вот магазинчик, да, который продавал эти часы. С наклеечкой можно на ноутбук налепить и ходить радоваться. 7 лет гарантия от этого магазина. Ну и официальная гарантия от Seika, да, у нас. И это круто. Но она международная, естественно. Открываем, смотрим. О, смотрите, сразу часы пошли настраивать правильное время. Японцы пакуют всегда на совесть. И это правильно. Так, все. Нет, еще у нас настраивается правильное время. Так, коробочку в сторонку. И у нас с вами, что получается, японское время правильно выставлено. Дата 7, ролик записываю 7 августа, тоже все правильно. А почему? Потому что здесь вечный календарь. И это как раз то, чего я всегда хотел от Astron. Тонкие, повседневные и с вечником. Вот это прям то, что нужно. Значит, Titan Comfort-Tex это у нас браслет. Дальше Astron SBXI 0.33 и рекомендованная цена 110 тысяч йен. И что касается характеристик, то сейчас вам быстренько расскажу. Значит, это внутри стоит кварцевый калибр 7B72 с питанием от любого источника света, ну лучше всего, конечно же, от солнечного. Корпус и браслет из титана, и как раз это все называется Comfort XT. Защитное покрытие от царапин Diashield фирменное сейковское, то есть титан, вы же понимаете, это царапучий металл, а когда у него сверху такое защитное покрытие, то царапаться они не будут. И это товарищи, максимально правильно. Я всегда рекомендую брать титановые часы только с защитным покрытием. Лучше оно вот у Seika и у Citizen, ну плюс еще вот у ZIN, например, есть. Да? Сапфир плюс антибликовое покрытие с обеих сторон, поэтому у нас с вами эффект отсутствия стекла, и это, конечно, потрясающий эффект, я его просто обожаю. Хотя есть, безусловно, всегда риск того, что его поцарапаете, но если сильно расцарапали, можно просто верхнее покрытие снять в мастерскую. А так, конечно, это очень красиво выглядит. Далее, 100 метров водозащиты, вечный календарь до 2100 года. То есть надолго хватит. Плюс дата у нас здесь имеется. Ну, понятно, зачем тогда еще вечник бы был. И мировая радиосинхронизация. GPS здесь нет модуля, но за счет этого они стоят чуть дешевле, чем модели Astron с GPS. И самое главное, они тонкие. Нет GPS, тонкие, красивые, офигенные часы. Вот это правильно. Сделаны в Японии и, как я говорю, уже для Японии только, для внутреннего японского рынка. Вот такая тут еще бумаженция у нас на браслете. Прикольно. Типичная сейковская штука. Значит, покупал я их в Японии на Rakuten 88,5 тысяч йен по тому курсу, который, когда я это покупал, это было пару месяцев назад, собственно, стоили они где-то 50 тысяч рублей. Ну, сейчас посмотрите, там по новому курсу это подороже. Плюс доставка там еще пару тысяч рублей. В общем, на самом деле копейки по сравнению с тем, что можно сейчас купить, условно, у нас там на Авито. Эти часы, допустим, да, они стоят ну, почти в 2 раза дороже.
Вот, либо что-нибудь такое альтернативное, но я не очень понимаю, что может быть лучше, чем отлично сделанный Seiko Astron. Значит, как и где покупал? Покупал Tanaka-san, я вам уже про эту компанию рассказывал. Был у меня там еще один заказик на японские, такой внутрияпонские часы немецкие Юганс. Вот, и, собственно, что? Это компания, которая покупает и доставляет вам товары из Японии. Не только часы, естественно, любые другие товары из Японии и стран там, Юго-Восточной Азии. Самое важное, что можно вносить деньги на свой счет с российской рублевой карты. Чтобы внести эти деньги, нужно, там на сайте нет автоматического какого-то внесения, где вы там формочка открывается и вы переводите. Да, нужно всегда обращаться в поддержку, вам пришлют, собственно, реквизиты, куда, как, чего перевести, по какому курсу, и, собственно, деньги зачислятся на ваш счет. И после этого вы можете, соответственно, через форму, которая есть на сайте у Tanaka-san, зайти на сайт того же Rakuten или на сайт японского Yahoo, например, или еще в любой другой магазин, и там найти те часы или тот товар, который вас интересует, жмете кнопочку «Купить», соответственно, поддержка Tanaka-san это все покупает, они приходят на склад в Японии, дальше вы эту посылку, можете сконфигурировать, да, несколько добавить в одну, можете одну выслать в Россию. Направляют они двумя способами, либо из Японии до России морем до Владивостока, там $15 за 1 килограмм, либо, и далее с деком они идут из Владивостока в ваш город уже, либо напрямую с деком авиа прямо из Японии в Россию. Каких-то там ограничений нет на вывоз, да, то есть, сами понимаете, никаких там 300 евро, вот этих всех ограничений, естественно, не существует там, потому что эти Астроны я брал намного дороже стоят, чем 300 евро. Вот, поэтому можете выбирать, заказывать, и еще раз повторю, обязательно вот на сайте видно, да, что нужно обратиться в поддержку. Все контакты есть. То есть обращайтесь, конечно же, не ко мне, не в комментарии к этому видосу, а пишите Tanaka-san, они все расскажут, подскажут, внесете деньги на баланс и можете покупать в Японии. И специально от меня по промокоду GITAT будет в описании к этому видосу, вы получите 1000 йен на свой баланс в рабочем кабинете как раз Tanaka-san. Можете их потратить, например, на товар или на доставку. Вот так вот. И важно, чего у них, что у них нет скрытых каких-то комиссий, все прозрачно, нет комиссий за выкуп. Это прям вообще реально круто, потому что я часто покупаю в различных сервисах доставка из США, и там всегда комиссии там, по 7%, по 10% от стоимости товара. И сами понимаете, это прям немало, и это, я бы даже сказал, дохренище. Вот, поэтому здесь в этом плане мне нравится заказывать из Японии. Всегда интересно в том плане, что там есть и естественно, часы японские для внутрияпонского рынка, и там есть и разные редкости, например, вот те же самые швейцарские, немецкие часы. И важно, кстати, что они там часто стоят дешевле, чем, например, даже в США. И еще важнее, что там много выбора моделей с небольшими размерами, те же там Omega Speedmaster, например, да, винтажные можно раздобыть. И понятно, вот все эти модели предназначены именно для Японии. Японцы, знаете, вот они всегда такие щепетильные и очень тщательно оценивают состояние часов, если вы покупаете БУ модель. То есть, если в БУ модели написано состояние А, значит, оно придет в состояние А. Но будет вот реально, эти часы будут кайфовые и не убитые. Обязательно. Вы можете у поддержки тоже спрашивать, что за товар, там он новый именно, или это БУ, и какие-то дополнительные вопросы. Это все они зададут продавцам, которые продают часы уже в Японии. Поэтому поддержка это все. Да. Просто в прошлом ролике там многие как-то не совсем допоняли, может быть, не совсем понятно объяснил, что вот эти переводы с рублевой карты на ваш баланс, они ведутся через поддержку. Вот, все, значит, поехали. Давайте знакомиться с этим прекрасным Астроном. Слушайте, он прям невесомый, такой корпус черепашка. Сразу хочется размеры посмотреть. 39,2 и высота 9,8. Вот, нет GPS, да и ладно, зато 9,8. 20 по браслету и от ушка до ушка 44,7. Слушайте, хороши, размерчики хороши. Знаете, вот у них название такое SBXI 033, мне напоминает всегда SARP 033, культовую модель. И здесь что-то даже вот такое отдаленное есть в дизайне, да и в целом. Сейковский дизайн, и он всегда узнаваемый. Да, вот эти накладные полированные
Метки, резкие стрелки, мечи всегда вот это просто, это прям сейковское. Все переливается, все красиво, все шикарно сделано. Мое запястье 18,5, и как вы видите, это прям универсальная, максимально универсальная модель. И повседнев, знаете, такой и костюмничек, потому что они реально тонкие. И немаловажный фактор на самом деле, эти часы выглядят дорого. Я не очень большой поклонник линейки Astron, потому что они все такие оверсайз, все какие-то в спорт, и непонятно, зачем они нужны. А вот Astron, которые вот пошли в последний год, вот именно модельки без GPS, знаете, без вот этого лишней нагрузки, просто вот кварц, который с мировым временем, радиосинхронизация есть, все, нахрен что-то еще нужно. И мне кажется, вот это вот правильный путь, которым идет Seiko. Плюс эти часы, ну, навскидку так обычно чуть ли не раза в 2 стоят дешевле, чем модели с GPS. Вы меня, конечно, поправьте в комментариях, но мне по ощущениям так, да, я не сильно слежу за ценами на Астроны с GPS. У меня вот были зелененькие Астроны, да, и, честно говоря, все-таки там не хватало вот этой вот вечника, а здесь вечник есть, это прям шикардос. Ну, цифер хорош. Смотрите, какой здесь гильюше. Причем гильюше какими-то такими лучами расходится в разные стороны. Я не знаю, вот, ну, камера немножко это передает. Потом на свету еще покажу более детально. Очень красивый эффект. То есть, мало того, что гильюше такими волнами идет, как бы, да, как вот на купюрах, так еще оно и в разные стороны расходится. Очень красивый эффект сделан. Круто. И стрелки, как умеет делать Seiko, такие вот граненые, и ну, посмотрим потом в макро, они плоские, и это такой эффект, просто полировка в разные стороны. Здесь часть стрелки сатинирования, часть стрелки зеркальная полировка. Либо это все-таки именно выпуклые такие стрелки. Ну, посмотрим. Метки накладные, зеркальная полировка, вижу даже на метках свое отражение, ну, сделано круто. Ну, полировать метки уж кто-кто, а Seiko умеет чуть ли не лучше всех в своем классе. Обрамление по окошку даты, белая дата, да, циферка, сам диск черный, нравится, не вызывает какого-то там отторжения, сделано здорово. Ну и длина стрелок. Длина стрелок Seiko в некоторых моделях старается делать стрелки правильной длины, и это как раз тот самый случай. Плюс трехмерный у нас логотип Seiko, что многим понравится. Черепашечка наша, значит, сатинирование по боковой части, сверху по ушкам, зеркальная полировка по грани идет прям сразу по всей грани. Кнопочка для того, чтобы поднастроить дату есть специально, но мы ее один раз ставим, и все, потом до 2100 года она уже работает автоматом. Плоский профиль, видите, ушки прям тонкие, такие нежные, очень аккуратные, изящно сделаны, и они уходят сразу вниз, да? Плоская задняя крышка, посадка поэтому классная. Ну и задняя крышка сбоку, да, вот такая заполированная. А внутренняя часть, ну, здесь базовые характеристики по этой модели указаны. Браслет тончайший, просто тончайший, опять же, невесомый, на штифтах, на 2 штифтах он сделан, и классный браслет. Очень тонкий, мне прям даже захотелось измерить. Ну-ка. 2,2 миллиметра. Класс. Ну, в общем, если вы не любите увесистые часы и хотите носить каждый день, вот это, наверное, то, что нужно. Плюс, смотрите, есть такая деталь, нюансик по грани такая мельчайшая. Здесь тоже зеркальная полировочка проходит по браслету. И внутри, на внутренней части звеньев тоже есть зеркальная полировка. Это все, конечно же, на свету переливается и добавляет, ну, такого, знаете, цены к этим часам, визуального восприятия. Заводная головка не брендирована, интересно почему. Рант с зеркальной полировкой, опять же, добавляет вот этого вот цвета, игры света, здорово. И у нас задняя часть ушек тоже с зеркальной полировкой, системы быстрой замены браслета нет, но я не думаю, что кому-то придет в голову его заменять. Застежка маленькая, тонкая, удобная в повседневе. И опа, неплохо, слушайте, неплохо. Для Seiko так это вообще шикарно, когда очень аккуратно сделана застежка. Нигде ничего не топорщится. Вот так надо делать. Они услышали мои призывы многолетние и теперь делают неплохие застежки. По крайней мере, в этой модели застежка мне прям нравится. Так, а что у нас по весу? Давайте глянем. На полном браслете 68 грамм. Так это же вообще не весомое. Ну-ка, а какой запас? Какой запас по браслету? Ну, смотрите, сантиметра 3, да, то есть если у меня 18,5 плюс 3, ну где-то на 22.
даже скорее на 21,5. Поэтому, если у вас запястье больше, лучше возьмите какую-то другую модель. Ну, знаете, в целом я бы сказал, что эти часы все-таки хороши именно на небольшом запястье и на среднем запястье. На крупном нужно, кстати, скорее всего, нужно брать, скажем так, обычные астроны, которые крупного размера. Ну чего, теперь, я думаю, самое время посмотреть макро и, надеюсь, понаслаждаться. Ну, собственно, вот Гелиоше, про который я вам говорил, очень интересные волны, и они создают такой необычный и красивый рисунок. Стрелки, да, действительно, видите, полировка зеркальная, плюс сатинирование, и создается эффект объемный. Дата с обрамлением, и у нас здесь метки сверху сатинирования, по бокам зеркальная полировка. Красиво выглядит. Ну и хороши переходы, хороши грани, хорошо сатинирование сделано. Классная модель. Здесь ребята из Seiko прям постарались. Что по итогам? Я думаю, что очень сбалансированная модель. Если вот вы хотели именно вот такие точные кварцевые часы с супер крутой точностью хода, с отличным калибром, с отличными характеристиками, титан, причем титан с защитой, вечный календарь, то как раз это то, что нужно. Это все здесь вам предоставляет Seiko. Ну и опять же напомню, что если вы будете заказывать через Tanaku в Японии, не забываем обращаться в поддержку, а все ссылки я оставлю в описании к этому видосу. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.